Ну что, друзья, привет! У нас сегодня новый день, и мы в него входим легко и весело. У меня сегодня выходной, поэтому надо сделать сегодня кучу всяких дел. Так, что у нас по погоде? Погода у нас, тепленько, но с облаками. Нормально, в общем, терпимо. Но, главное, тепло, можно ходить в майке. Так, что, в общем, я сегодня уже прибралась, там сделала какие-то домашние дела, приготовила еды. Так, что я сегодня приготовила? Рассказываю. Вот такой фасолевый с мясом салатик. Делается легко и просто. Яйца, фасоль, любая курица или ветчина, яйцо, зелень, майонез. Все замешали. А соленый огурец забыла. Соленый огурец, значит, да? Замешали и тип-топ. Все сделано. Далее. Сладко-кислая курица, вернее, курица в кисло-сладком соусе, сверху кунжутик, трала, значит. Кому нужен рецепт, спрашивайте, расскажу. Очень вкусная и классно подается с рисом. Ой. Вот так. Подается все с рисом. В общем, все прикольно и прикольно. Так, что я сегодня еще замутила? Сегодня еще замутила по-быстрому маленькие капкейки. Вот такие. Дети любят. Отделаются они легко, поэтому все тип-топ. И у нас осталась последняя тарелка грибного супчика. Всем любителям грибного супа. Как вы помните, вернее, вы не помните, ведь мы ходили прошлым летом за грибами. Да, вы удивитесь, в Англии ходят за грибами. И в прошлом году был просто какой-то грибной рай. Сколько мы собрали, я не знаю, но ведер, наверное, 15. И чтобы вы понимали, все это было белые подберезовики и подосиновики. То есть, да, в Англии было куча. Я надеюсь, что в этом году у нас будет тоже грибной рай. И мы с вами вместе сходим в лес. Я вам все покажу. Ну вот, а на этом, наверное, я немножко сейчас, так сказать, пообедаю. А с вами мы переходим в другой день, где я вам покажу два классных магазина. Вернее, как классных магазина. Это, обычные магазины в Англии. Кстати говоря, многие такие не знают магазина. Ну, вы посмотрите ради интереса. Я вам покажу, что там продается. Сходим на прогулку и, возможно, что-нибудь еще. Ну что, поехали? Поехали. И пока у детей каникулы, мы решили пробежаться с собакой, вернее, прокатиться на скутере немножко и погулять. Вот так у нас бьется Гарден в дверь. Софико? Красотка. Давай, пошли. Давай, отпускай дверь. Иди. Кстати, пока мы не ушли далеко еще от дома, покажу вам, что у меня растет. У меня уже цветет петуния, елочки мои красивые. Красота. Пионы уже отцвели, конечно. Это мы высаживали в прошлом году. Держи. Вот маленький. Бруно у нас, конечно, как защитник, охраняет свою территорию. Да. Вот такая петуния у меня. Такая классная. Ну вот, кстати говоря, я вам забывала показать, когда делала видео по ремонту дома, мы вставляли вот эту дверь. Вот так выглядит теперь. Кстати, в скором будущем будет делаться здесь парковка, соответственно, будет все вырываться, заливаться и красиво устанавливаться. Также мы хотим сделать подсветку. В общем, наблюдайте, и вы все увидите. Ну а сейчас мы идем прогуляться. Кстати, хочу вам показать, какие красивые розы в Англии. Ну, это просто ошеломляюще, конечно. Всевозможные цвета. Усыпана прям вся дорога. Это грозди просто, чтобы вы понимали. Вот я беру огромные такие пышные. Ну что, приехали мы на поле.
где обычно мы гоняем нашего француза. Конечно, за последние больше чем полгода он у нас не бегал и немножко растолстел. Но мы возвращаемся в тренировки. И вот так у нас все происходит. Он прибегает, мы ему закидываем мяч. И он улетает. Приносит, отдает и бежит за новым. Да, кто-то сейчас скажет, французу бегать нельзя очень много. Много он не бегает. Мы ему даем передышки. Но главное, что он работает, и у него работает сердце, мускулатура и все прочее. Так что бегать надо. София здесь обычно делает у нас всякие гимнастические трюки. А так он пулей носится. Кто не знает, французы очень юркие, очень резкие. Давай сделай катвейл. Вот Софика сейчас вам продемонстрирует. Вот так вот она у нас спрыгает. Молодец. Ну что, минутка флоры и фауны у нас продолжается. И иногда у людей в домах делаются понды, в которых живут либо карпы, либо черепашки. В данном случае здесь живут две черепашки. На зиму они их, конечно, убирают, а летом они плавают. Ну что, друзья, привет! Сегодня у нас выходной и не очень солнечный день. День у нас немножко с облаками. Мы решили сделать пару каких-то дел. Сегодня нужно приобрести еду для собаки. Вы знаете, у нас французский бульдог. И мы приехали в необычное место, вернее, это весьма обычное место. Это магазин для собак, котов, лошадей, всего чего угодно. И у них можно приобрести много всевозможной еды, вкусняшек, чего там еще, игрушек, а также свежего фарша, замороженного. Пойдемте со мной, я вам все покажу. Итак, при входе нас сразу встречают всевозможные вкусняшки. Такие как заячьи ушки, лапки индюка, всякие трубочки, трахеи, пятаки хрюшек, ну и другие вкусняшки, рыбки. Проходим дальше. Зачем мы сюда приезжаем? За вот таким замороженным фаршем. Это отличная альтернатива и здоровая еда для ваших собак. Но берем не эту фирму, а берем мы другую фирму. Идемте дальше. Итак, что мы берем? Мы обязательно берем утка с бараном. Берем мы сразу несколько пачек. Утка с бараном. Давай возьмем 3. Дальше мы возьмем обязательно говядина. Одной такой пачки нам хватает на 2 раза. Естественно, мы добавляем сухой корм. Ну, сухого корма немножко совсем, но стараемся балансировать вместе вот с этим фаршем. Покупать в магазине вы, конечно, можете фарш или мясо и сами его молоть, но для того, чтобы давать его собаке или коту, обязательно держать в холодильнике не менее 3 суток, дабы убить всевозможные микробы. Что мы берем? Как я повторюсь еще раз, мы берем утка с бараном, говядина с индюком и просто говядина. Чистый ламп я не буду брать, трапл не буду брать. Ну и, наверное, все на этом. Ну что, друзья, всем привет! Сегодня, как вы видите, не очень солнечная погода, но весьма тепло. И мы приехали сегодня в одно весьма обычное место, кто-то скажет необычное, но обычное, в один рыбный магазин.
Да, вы скажете, рыбу можно купить и в простом магазине, соглашусь. Но все-таки хочется посмотреть больше выбора, что предлагается на английском маркете. И сегодня мы приехали с вами в город Гринсби. Пойдемте, я вам все покажу. Так, и что мы сегодня здесь можем увидеть? Всевозможные анчоусы, всевозможные соусы, селедка. Вот это я не знаю, это какая-то, наверное, приправа, бомбочки такие. Креветки всякие. И большие, и маленькие. Это замороженная вся рыба. Крабы. Вот такие всякие крабы. Клешни. Возможные маслсы. Ну, к сожалению, да, это все находится за крышкой, плохо видно. Но я вам немножечко это покажу. Что нам понравилось в прошлый раз, это хвосты омаров, лобстеров, приготовленные на гриле. Обалденная вещь, конечно. Ну, а также у них есть свежая рыба. Всевозможные креветки, тунцы, лососи, окуни, гребешки. Ну, в общем, выбор, конечно, обалденный. Кстати, также у них имеется и копченая рыба. Но копченую рыбу мы делаем сами. Но, как вы видите, весьма неплохой выбор. И есть что выбрать. Ну, вы представляете, вот так вот ближе к вечеру, это что у нас, почти 4 часа, пошел град. Громыхает, сверкает и шурует дождь. Ой, дождь, господи, град. Ничего себе. Ну что, привет, друзья. Сегодня у нас... Что у нас сегодня? Немножко свободного времени есть, и поэтому я решила немножко прибраться в огороде. В гардене, так сказать, его немножко почистить. Надо успеть все до дождя, поэтому что я уже сделала? Как вы помните, у меня там и здесь были два таких декоративных маленьких живых, уже умерших дерева. В общем, я их спилила, покосила уже травку. Сейчас мне надо обрезать высохшие цветки петунии и немножко зачистить эту клумбу. В общем, поехали. Поставлю вас на быструю скорость, дабы что? Дабы вам не было скучно. И быстренько вам покажу. Так, ну что, у нас пошел дождь, а посему я вас выключаю и отправляю домой. Ну, в принципе, вы поняли, вы видели, как там было и как сейчас уже чистенько. Сейчас я эту кучу уберу, и все весьма неплохо. Ну, вообще, в дальнейшем вы помните, что это все будет переделаться. Почему я в очках солнце светило? Все, всем пока. Помните, что до этого мы делали с вами немножко зачистку сада. Если у меня все хорошо записалось, то я вам это покажу. Как видите, у меня грязнющие руки, вернее, не грязные, они просто в соли. А почему они в соли? Потому что мы сегодня с вами будем засаливать и коптить рыбу. На данный момент я уже начала процесс засолки. У нас сегодня морской окунь, который будет коптиться горячим копчением. У нас с вами будет красивый лосось, который будет коптиться холодным копчением. У нас с вами будет еще скумбрия,
которая будет коптиться тоже холодным копчением. Что это было? Которая будет коптиться холодным копчением. Ну, а сегодня мы, кстати говоря, будем повторять наши хвостики лобстера. Но это будет чуть позже. В общем, значит, так, я все... нет, я забыла. У нас еще будет пробная рыбка. У нас мы взяли кусочек палтуса. Я его уже засолила. Где мой палтус? Я вам все покажу. Значит, кусочек Где вот там у меня палтуса, который у меня уже засолен, который тоже будет коптиться холодным копчением. А как все это будет происходить, я вам все покажу. Оставайтесь с нами. Значит, повторюсь, у нас холодное копчение скумбрия, лосось, палтус. Горячим копчением мы коптим окуня. Кстати говоря, как мы засаливаем наш лосось? Вы меня спросите. Делается все очень просто. Вы берете тушку лосося. Желательно ее не мыть, а просто обсушить бумажными полотенцами. Так, мы и будем делать. Сейчас еще кусочек остался. В общем, сегодня у нас не четверг, но день рыбный. Так, значит, мы очень хорошо обсушиваем нашего лосося. Обтираем, обсматриваем. Если есть косточки, мы их вытаскиваем. Так, идеально все. Значит, далее. Все очень просто. Далее берется обыкновенная крупная соль. И немножко сахара. Сахар я добавлю чуть позже. И смазывайте наш лосось. Не надо там, конечно, переусердствовать, потому что не забывайте, что лосось будет стоять солиться до завтрашнего дня, а, соответственно, будет очень соленым. Поэтому мы его так аккуратненько, немножечко, так сказать, припудриваем. Сильно, я говорю, не надо перестараться. Сейчас я вам покажу. Так, аккуратненько, не забываем про бока, хотя бока. По сути, конечно, если вы оставляете засаливаться на день или два, то можно даже засолить только шкуру, ну, с нижней стороны. А вверх он, в принципе, пройдет. Вверх буквально минимум делается. Так, в общем, вот мы берем сахар и немножечко тоже сверху нашего лосося. В общем, не знаю, к чему это надо, но знаю, что сахар с солью дает плодотворную засолку для нашего лосося. Кстати, иногда можно добавить даже лимон. Кто-то делает с цедры апельсина. Ну, честно говоря, я еще так не пробовала, не знаю. Я добавляла лимонную кислоту. Есть такая приправа, значит, соль, перец, лимонная кислота. Ну, неплохо получается, ну так, на разок, так сказать. Не сильно. Вот, в общем, засолили мы нашу рыбу. Моем руки. Суфлер у меня, так сказать. Моем руки. Не забываем, что наша емкость, которая будет засаливаться, должна быть сухой. Потому что лосось пока будет засаливаться, пока настаиваться там, он будет выделять довольно-таки много воды, сока, как хотите назовите. Не забываем, что соль, это, конечно, делает все. В общем, далее мы берем нашу емкость и наш уже посоленный лосось, кстати, вот он уже начинает выделять влагу, и кладем в нашу емкость. Все, с лососем мы справились. Вот такая у меня емкость с лососем. Оставляем ее до завтрашнего дня. А завтра мы покажем процесс холодного копчения. В итоге сегодня, не забываем, в итоге завтра мы покажем вам процесс холодного копчения. Не обращайте внимания, что я сегодня такая никакая. Работа есть работа. Так, в общем, а процесс горячего копчения, не забывайте, скоро будет. Мы его будем делать сегодня. Поэтому оставайтесь. Какое копчение? Дождь пошел. Дождь это не помеха. Дождь поливает цветы, только вот делает хорошие вещи. В общем, горячее копчение сейчас я ставлю вас на паузу. Чуть-чуть мне тут надо поволшебничать, прибраться. А дальше мы перейдем в зону сада. С вами вместе помокнем под дождем и посмотрим процесс копчения. Оставайтесь с нами. Всем пока. Что хотела рассказать. Надеемся, все успеем сделать до дождя, хотя это не факт, потому что вы посмотрите, что у нас происходит на небе. Я не знаю, видите ли вы это или нет, и как это будет передавать камера, но это просто какой-то апокалипсис на нас идет. Это такая чернота. Вай-вай-вай. Я надеюсь, она нас не захватит.
Кстати, обратим внимание, вот я уже почистила так сказать, нашу клумбу. Директор сидит. Ну чё, моя. Собака моя ужасная сидит, загорает, да, греется от мангала, скажи, да. Девушка же моя собака такая, я люблю тусоваться со всеми. Вот. Для всех любителей роз розовым. Для всех любителей мангалов мангаловым. Ну, красота, а? Красота неописуемая. Кто переживает, что мангал стоит очень близко к забору, нет, он стоит довольно-таки далеко от забора. До него даже, в принципе, не доходит тепло. Ну, в принципе, это значит чуть-чуть. Так что все нормально. Если что, огнетушитель у нас есть. Вода у нас, кран выведен, сразу есть. Но, а мы продолжаем. Сейчас у нас разжигается огонь, значит, там мы будем сейчас делать хвосты. А дальше мы будем показывать вам процесс копчения окуня. Итак, я напомню, сегодня сегодня у нас будет горячее копчение морского окуня, а завтра у нас будет холодное копчение лосося, палтуса и скумбрии. А вы посмотрите, какая чернота, ну это же что-то. Кстати, уже несколько дней у нас гремит гром, молнии сверкают. И вчера был град, как вы уже увидели. Ну, в общем, погода что-то в этом году везде. И здесь, и в Турции играют какие-то интересные вещи. Ну, а пока. Мы продолжаем. Видите, у меня тут такая кулябяка. Ну, это не важно. Так, в итоге, что происходит? Мы поставили на наш мангал, не обращайте внимания на синий цвет, это значит, вы помните, у нас все продолжается ремонт. Мы поставили наши хвосты, лангустов, лобстеров, в общем, называйте их как хотите. Креветки, неважно, в общем, уже обсмеялись в прошлом ролике, в общем, продолжаем. Поставили их на мангал и минут, я так предполагаю, 5 мы будем обжаривать их с двух сторон. Видите, они уже покраснели, то есть они уже начинают готовиться. Вот, а пока они жарятся, я побежала на кухню делать наш, значит, специальный соус. А соус очень простой. Соус — это сливочное масло, растапливается и добавляется нарезанный там или натертый чеснок. Вот и все. Оставайтесь с нами. Ну так вот, а мы продолжаем наш экскурс по нашей гастрономии. Как вы видите, растапливается масло очень идеально на мангале. Даже не надо пользоваться никакими микроволновками и всем прочим. Поставили так на уголочек и все, чик-чирик. Наши хвостики уже на грани почти готовы. Вот-вот. Значит так, вот уже маслица готово. Мы закидываем туда сейчас чеснок. Директор продолжает ходить, контролировать, авось что-то капнет. Мы забрасываем туда, значит, порезанный или натертый чеснок. И все. И все готово. Ну, в общем, как вы видите, не прошло и пару часов, как на небе у нас уже красота. Вы помните, все это было черное и не особо веселое. А у нас образовался здесь зонтик. А почему? А потому что у нас уже стоит наша коптилка, в которой сейчас у нас будет коптиться окунь. Ой, блин, не знаю. Вот так мы его туда закидываем. Так вот, вот так он вот закидывается. Тут уже ждет маленький подстрел, который ждет. Почему вы скажете, вот такая большая коптильня и только 2 рыбки? Потому что окунь будет коптиться горячим копчением, а все остальное будет коптиться холодным копчением. Это немножко другой способ, поэтому это вы все увидите завтра. Ну а сегодня горячее копчение. Ну пока вот так. Дальше покажу, что получится. Ну что, процесс копчения у нас происходит, как вы видите. Дымок идет. А сейчас мы посмотрим, что у нас внутри. Ой. Вай.
Вон красота какая. Ай-яй-яй. Нет, вы видите? Вы чувствуете этот запах? Вай-вай-вай. Ой, не знаю. Ну что, вот и пришло время вытаскивать нашу рыбку. Вот такая красота у нас. Сейчас я вам на свету, конечно, покажу, как это выглядит все лучше. Ой, я не могу. Ну что, вот такая красота у нас получилась. Ой, пахнет так, что просто улет. Вкуснятина, конечно, конкретная. Ну, а вы оставайтесь с нами. И завтра мы покажем, как коптится рыба холодного копчения. Всем пока-пока. Ну что, привет, друзья. Что у нас сегодня? Утро следующего дня. После проделанных рабочих моментов и домашних дел наступило время продолжить наше дело. А делаем мы копченую рыбу. Итак, как вы помните, вчера мы коптили морского окуня горячим копчением. Я вам плюс-минус там процесс показала. А сегодня у нас коптится другая рыба, но уже холодным копчением. И процесс я вам тоже покажу. Как раз на фоне вы, наверное, слышите какой-то странный звук. Что-то происходит там. А происходит там простая вещь. И я вам сейчас покажу, что происходит. Проходя мимо моей тут конструкции, броневые спицы, значит, конструкции, стоит здесь, ну, своего рода вентилятор, так скажем. И здесь у нас лежит лосось, палтус и скумбрия, которую сегодня мы будем коптить холодным копчением, повторюсь. Почему она здесь лежит, почему на фольге, почему вот с этим другом? Да все очень просто, потому что перед тем, как ее устанавливать, я имею в виду рыбу устанавливать в нашу коптильню, ее очень важно перед этим обсушить. Не забываем, что она у нас просаливалась примерно, ну, почти сутки, скажем. Кому будет интересен рецепт засолки, вы меня спрашиваете, я вам расскажу. Там тотально все просто. Можно просто обмазать солью и перцем. Можно, в данном случае, вот в этот раз скумбрию я решила засолить в рассоле. Ну, все делают по-разному, если кто делает, я имею в виду, да. Ну, в данном случае, вот сейчас у нас другой. А лосось вообще очень просто засаливается. Это соль с сахаром перемешивается, можно добавить лимонную кислоту. Но это уже, опять же, по желанию. Я делала с лимонной кислотой. Ну, окей, но на любителя. Ну, так скажем. А палтус мы делаем первый раз. Еще никогда его не делали. Решили его попробовать, как он будет. Предполагаю, что будет очень вкусно. Но результат я вам расскажу чуть позже. В общем, чем я сейчас занимаюсь? Сейчас у меня есть немножко свободного времени. И под вкусный кофеечек, естественно, я монтирую. Кстати, сегодня я пекла вот такие вкусные хрустяшки, вот так их назовем, с пармезаном и соусом песто. А кому интересен рецепт, пишите или заходите на мои шорты. На шортах, кстати говоря, я очень много выкладываю идей, что можно приготовить. Оставайтесь с нами. Ну что, рыба продолжает сохнуть, обсыхать. А мы в этот момент решили по-быстрому съездить посмотреть одну машину. Машину для Ника. Ник сдает у нас на следующей неделе на права, поэтому ему нужна машина. Он у нас ездит довольно-таки далеко на работу. Соответственно, ему нужна машина. Поэтому мы приехали почти уже посмотреть ему машину. Машину мы посмотреть хотим Volkswagen Polo. Вроде как, ну, на фотографиях и по описанию весьма была неплохая. Если нам понравится, ну, может быть, и рассмотрим ее.
а вы оставайтесь с нами, и я вам ее покажу. А возможно, не покажу, если она мне не понравится, но это мы увидим дальше. Смысл каков? Машина понравилась, как первая машина для нового драйвера. Классная. В общем, вот такая Volkswagen Polo. Маленькая, весьма чистенькая. Один маленький там дентик есть, а так весьма хорошая. Вот так она выглядит. Так что, Ник, поздравляю тебя с первой машиной. Ну что, как я и сказала, мы приобрели автомобиль для Ника. В общем, повторяюсь еще раз, это Volkswagen Polo. Бог знает какого года. Какого года? 2012 года. Серенькая. Вот такая красивенькая. Завтра ее привезут домой, потому что, к сожалению, на данный момент нету МУТИ и нету страховки. Есть, таксов нету. Таксы нету. Страховки нету, мод только есть. Соответственно, завтра ее привезут, завтра мы ее чик-чирик сделаем, все. И никогда сдаст свой экзамен, только тогда он сможет ездить. Вот. А поэтому сейчас мы возвращаемся домой, потому что нас ждет там? Рыба. Правильно. Ну что, поехали? Коптить, однако. Так, ну что, я вам не показала процесс, как мы ставили все, но в итоге вы видите, вот скумбрия висит, ей еще повисеть надо будет, я думаю, ну, около суток. Лосось уже готов и палтус готов. В общем, вот это мы уже достаем. Доставай. Вот такая красота получается. Ну, шикарно. Цвет просто янтарный. Палцами? Да. Нет, ну вы посмотрите. Ну вы просто посмотрите, ну это красота. Ну а мы ждем скумбрию. Ну что, завершаем мы видео на том же месте, где и начинали его делать. В общем, я надеюсь, вам понравился ролик. Был он очень быстрый, динамичный, немножко плюс-минус на одни и те же темы, но уж такая жизнь, как ни крути. Ну а если вам понравилось это видео, поставьте пальчик вверх, а если нет, пальчик вниз. Все очень просто. Ну а также не забывайте подписываться на канал, чтобы не потерять нас на просторах интернета, если вам нравится наше видео. Ну что, поехали в следующий день. Пока!